Привет, друзья! В предыдущем видео я вам рассказала о том, чем отличаются андалусийцы от испанцев. Ссылка вверху и в описании к видео. Но сегодня я расскажу, чем отличаются севильянцы от малагийцев, почему они друг друга подкалывают и даже говорят, что в шутку ненавидят. И я не случайно сейчас стою на мосту у реки Гвадаль-Медина. В видео вы об этом узнаете. Ну что, поехали! Ну и теперь хочу перейти к одной особенности Андалусии, что даже внутри Андалусии провинции очень сильно отличаются друг от друга. Я провела опрос среди своих друзей-испанцев. У нас есть друзья, конечно же, из Севильи, из Малаги много, из других провинций. Мне вообще захотелось сказать, в чем вообще, почему они друг друга ненавидят, почему они все время друг над другом шутят, в чем это связано. Ну смотрите, Севилья – это столица Андалусии, Малага – это второй крупный город после Севильи. Соответственно, так как Севилья столица, все деньги уходят туда. Малага даже пыталась, то, что она считается все-таки технологическим центром. У нас тут развито IT, и все развивается и развивается. Google собирается прийти. Но все равно деньги все в Севилье. И так, и этого не произошло. И теперь посмотрим, в чем эти города спорят и почему различаются. Раньше, например, когда номера машин можно было понять, из какого города, то есть там перед номером ставились буквы, одна или две буквы, к примеру, Се, там Севилья, Ма, это Малага и так далее, то если севильянцы приезжали в Малагу, например, был какой-нибудь футбольный матч, и часто получалось то, что их машины могли там помять или как-то повредить, потому что они севильцы. Сейчас такого я уже не слышала, тем более сейчас уже номера универсальные, и ты вообще не определишь, с какой провинции или с какого города эта машина. В целом, чем отличаются севильянцы? Они вообще считаются пихус Испании, то есть пихус означает такие пижоны, то есть они все время при параде, все время там в пиджачках, может быть, в жакетах, там, со своим шарфиком, галстуком, еще у них такие есть бакенбарды. А малагийцы считаются пляжниками, что тут вообще никто особо не заморачивается, как одеваться, шлепки, шорты и все такое. Мы даже, я помню, когда приехали, ну это мы были в провинции Севилья, и у меня муж был в шортах, причем шорты такие классических, то есть не пляжных совсем. И его заставили переодеться, чтобы надел штаны. Хочу вам показать известных людей Малаги и Севильи, и вы сравните их внешний вид. Даже Бандерас не выделяется, заметьте. Тут актеры, комики, а также певцы. А вот еще нашла рекламу, как севильцы делают бакенбарды. Ну как вам? Вот такая манера у севильянцев. Внешний вид очень важен, они к нему придают большое значение, все должны быть при параде. В этом даже различается ферия. Есть ферия в Севилье, она такая более классическая, конечно же. Лошади. Девушки в платьях фламенко, мужчины в костюмах. И в Малаге ферия в августе. Естественно, жара. Какие там, что вы думаете, все наряжаются? Да, есть кто наряжается в платье, но половина народу также в пляжных, как бы я сказала, в легких там платьях, шортах, неважно, может быть, даже и в шлепках. То есть народ не заморачивается. Тем более в Малаге огромное количество туристов, иностранцев, которых что, они будут входить в платье фламенко? Нет, конечно. И поэтому, и также в чем еще различие ферий в Севилье и Малаге, то, что в Севилье вот эти, которые лотки, они называются кассета, где проходят в каждой кассете свои там выступления, там также кормят, как бы мини-кафешки, то есть они просто в виде шатров. И они все закрытые, то есть просто так, без билета или без знакомства ты туда не попадешь. В Малаге же, наоборот, все кассеты открытые, и это тоже отражает менталитет. То есть в Севилье очень развито, в провинции Севилья, что у них такое, как на испанском говорят, tener enchufe. То есть ты знаешь там знакомых, и там тебе помогут, то есть ты как бы блатной, то есть ты проходишь туда, куда захочешь, то есть вот такое. В Малаге такого нету, то есть они очень это любят, то есть, ой, у меня там работает в этом кафе кто-то, я туда пойду, там у меня может брат, а там у меня свекор, а там еще кто-то, и я пойду в это кафе или в эту кассету, или мне что-то взамен этого, мне там что-то сделают, и я пойду туда. Это такое прям глобальное отличие, очень сильное. Еще чем хвалятся часто севильцы, это своей рекой Гвадаль-Квивир. Хоть, конечно же, из нее и выплывал Колумб, чтобы открыть Америку, но меня эта река не впечатляет. Она, во-первых, узкая, грязная. После России мне все эти реки
конечно же, не сравнить с рекой в Малаге, Гуадальмедина, которая сухая. В самом начале видео я как раз стояла в русле реки. Видишь, она сухая. То есть в ней вода есть только в самом устье из моря. Также с чем они соревнуются, хоть в Севилье и все деньги, но в Севилье, например, аэропорт он маленький, считается более такой для лоукостеров. Он, там Ryanair в нем базируется, а Малага — это крупный международный аэропорт. В Севилье тоже есть международные рейсы, но они все равно небольшие. То есть Малага — это очень крупный аэропорт на многие линии по Европе, ну не только по Европе, и за пределами. И я даже спрашивала у мужа, например, почему Ryanair, прям вот вся компания Ryanair находится именно в Севилье, то есть в Малаге нет. Естественно, аэропорт Малаги, он дорогой по обслуживанию по сравнению с Севильей. И в Севилье, оказывается, правительство даже доплачивает, чтобы Ryanair оставался только у них. То есть есть такая борьба. Даже как-то читала заметку одного политика, не знаю его имени, просто была такая фраза, что ну вот севильянцы и андалусийцы, то есть они как бы себя выделяют. И да, есть такое, не хочу, как сказать, что-то говорить плохое, но в целом у испанцев, не только у андалусийцев, все как бы считают севильцев немножко такими, вот то, что пижон, потому что они как бы себя немножко так из себя мнут. Есть такое, хотя нельзя обобщать всех людей, есть люди разные, есть везде хорошие люди, и в Севилье, и в Малаге, и в другой части Испании, также и в Каталонии. Но в целом такое мнение есть и такая тенденция, иначе бы и не говорили. Или, например, есть такой телевизионный канал «Каналь Сур». То есть фактически это южный канал, то есть он вообще андалусийский. И должны вроде бы показывать все провинции. Соответственно, конечно, не только Севилья, Малага, Хаэн, что угодно, Кадис. Но как происходит, его уже в шутку называют, что это канал де Севилья, то есть севильский канал, потому что, допустим, если взять Семану Санду, то есть пасхальная неделя, то показывают в основном Севилью и только большой кусочек Малаги. Хотя в Малаге Семана Санда такая же крупная, как и в Севилье, но они разные. Или также ферия, то есть ферия в Севилье более значимая, чем в Малаге, или также другие. То есть считается, что все новости снова показывают о Севилье. Ну, потому что там просто какая-то есть связь с правительством, кто-то там, какой-то знакомый работает, соответственно, так и происходит. Что еще могу отметить, это еще их пиво. В Севилье производят пиво Крускампо, в Малаге, Сан-Мигель и Виктория. И, то есть мы, малагийцы, мы не пьем Крускампо, севильянцы не пьют наше пиво. На самом деле Крускампо, я не знаю, но они просто им гордятся, такое ощущение, что мы патриоты. И как-то видела у знакомого с Севильи то, что он пил пиво, не помню, то ли Сан-Мигель, то ли Виктория с Малаги. И ему такие друзья и знакомые пишут, типа, как так, почему не Крускампо и все такое. А он такой, да, он еще написал, что оно хорошее. И там, типа, все такие начали, типа, что такое вообще, что такое, как происходит. То есть, это, понимаете, это доходит до абсурда. Неважно, плохое или хорошее, но это наше, это из Севильи. Мне, на самом деле, Крускампо не нравится, мы все пробовали, то есть не от того, что оно из Севильи, и просто по вкусу оно нам не нравится, и мы его не пьем. А еще меня умиляет сравнение, что севильцы имеют пляж. Ну какой пляж? В Севилье нет моря, но зато они считают пляжи Кадиса и Уэльвы, что это их. Хотя в Малаге, например, есть пляж. Поэтому, мне кажется, эта борьба будет вечной между Севильей и Малагой. Это так же, как между Мадридом или Барселоной, или между Санкт-Петербургом и Москвой. То есть всегда, когда два крупных города в какой-то части, всегда они воюют. Думаю, в других провинциях Испании тоже есть что-то похожее. Но так как я живу в Андалусии, знаю местных, могу вам рассказать об этом. Напишите, вас удивило, что Малага и Севилья ненавидят друг друга и вот так подкалывают? Или вы знали об этом? Жду ваших комментариев. Я, мне кажется, рассказала основные такие отличия между Севильей и Малагой. Конечно, в основном это все в шутку. Очень много анекдотов по всей Испании внутри Андалусии, конечно же. Но я считаю, что все-таки это более по-доброму. И никакой вражды на самом деле нет. Но отличие как бы очень сильно отличается, то есть от других провинций. Севилья, она прям выделяется. Видео получилось немного провокационным, как будто мы живем во времена Шекспира, Ромео и Джульетты, то есть Монтеки против Капулетти. Конечно, это не так. Если оно вам понравилось, конечно, не забывайте ставить лайк, поддержите мой канал. И если у вас остались какие-то вопросы или согласны вы не согласны с тем, что происходит в Севилье и в Малаге, напишите в комментарии. Очень жду. И что, до встречи в следующем видео. Адьос, пока!